Друзья, как вы выбираете лаборатории для сдачи анализов? По цене, по близости расположения к вашему дому или по каким-то другим критериям? Мне надо было срочно сдать общий анализ крови, и оказалось, что я никогда не сдавал анализы в лабораториях Киева. Именно поэтому я решил сдать анализ сразу в нескольких лабораториях, чтобы посмотреть, по каким критериям лично мне будет важно качество той или иной лаборатории. Как я ранжировал лаборатории? Первое – это близость расположения ко мне. Второе – это цена. Третье – это удобство пользования сайтом, как мобильной версии, так и версии на компьютере. Удобство поиска на этом сайте. Как легко найти тот или иной анализ. Как легко найти ту или иную лабораторию, которая находится рядом с тобой. Также я засек время нахождения в самой лаборатории, время получения результатов, сколько взяло времени получить результат из лаборатории. Также я проанализировал или посмотрел просто в данном случае, какими каналами пользуется лаборатория для получения результатов. Как вы думаете, будут ли отличаться лаборатории, если сдаешь анализ с разницей в полчаса на голодный желудок, будут ли отличаться результаты? Смотрите в самом конце. Подпишитесь на канал, друзья, ставьте лайки, ставьте колокольчик, если вам понравился такой формат, если вы хотите, чтобы дальше мы тестировали те или иные процедуры. Друзья, первая лаборатория — это Синева. Сейчас, как будем заходить, попробуем просто понять, сколько нам займет это время, чтобы все пройти. Друзья, короткий итог подведем. Просто космос. В Синева, во-первых, было 0 людей. 0. Никого вообще. При мне было 4 сотрудников. На все про все, чтобы зайти, раздеться, заполнить анкету полностью с контактными данными, снять одежду, зайти, сдать кровь, выйти, спокойно одеться, получить бобснейла, получить, оплатить. Заняло у меня 7 минут. Стоимость общего анализа крови 180 гривен. По Синева. Уведомление в Viber мне пришло в 15:34, но, к сожалению, Viber у меня отключено уведомление, поэтому я его не заметил. Почта от Фитограммы, которые пользуются Синевом, пришла мне в 16:17, и тогда я зашел уже смотреть свои результаты. А еще одно письмо продублировано от Синева в 16:33. СМС не приходило, поэтому я увидел только первое сообщение от Синева в почте. Друзья, мы приехали в Дилу и будем пробовать здесь, как здесь получится с анализами. Друзья, по Диле тоже все очень быстро. Время вы видели на секундомере, чуть больше 8 минут. Тоже ни одного человека. Было 4 сотрудника. Все довольно-таки быстро, довольно-таки по-домашнему, я бы это так назвал. Довольно-таки на улице очень чисто. Все равно я одел бахилы, попросили одеть бахилы. Общий счет Дила это 205 гривен. Чуть дороже, чем Синева, но, собственно говоря, ждем результата. Вот у меня Синева. И вот такой вот пластырь Дила. Пластырь с сухой бинтиком. Мне рассказывали, что с сухим бинтиком лучше заживает. Рассказывали это в Израиле. Ждем результаты, смотрим, сколько это займет. Заодно попробуем посмотреть, какие варианты получения результатов есть у этих двух лабораторий. И дальше будем изучать другие лаборатории. E-mail от Дилы пришел с результатами в 17:09. СМС пришло о том, что готовы результаты в 17:18. На самом деле я самостоятельно пошел в приложение Дилы чуть раньше, и анализы уже были в нем готовы.
Прошла ровно неделя с сдачи анализа в Синева и в Диле. Сейчас посмотрим, что нам получится и как нам получится сдать анализы в Медлабе. Все, вышел. Смотрите, ну вот так вот. Друзья, коротко давайте по Медлабу. Тоже ни одного человека. 190 гривен. Нельзя сказать, что это приветливо, как-то красиво, очень все просто. Ну, довольно-таки все быстро. Все очень быстро, профессионально. Раз, очень маленькое помещение, поэтому, мне кажется, пока это быстрее всех. По Медлабу одновременно пришло СМС и уведомление. В 16:44 я получил свои результаты. Друзья, лаборатория Синлаб при дорожной клинической больнице. Пойдем посмотрим, что там происходит. В лаборатории Синлаб ничего не удалось сдать, потому что она просто не работает. Поэтому пока стоп по Синлабу. Еще раз об условиях. Я сдаю кровь по понедельникам в одинаковый день в период с 8 до 9 утра. Чтобы это была одинаковая загрузка. Сдаю, естественно, натощак. Предварительно никуда не звоню. Только захожу на сайт, чтобы посмотреть, где они расположены. По расположению наиболее близко была расположена лаборатория Синлаб. Это буквально 750-800 метров. Потом это лаборатория Синева. Это около чуть больше 1 километра. Ну и лаборатория Дила и Медлаб от моего дома, они были равно удалены. Это пешком порядка 24-22 минут. Друзья, если вам понравился такой формат, сейчас подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и говорите дальше, что можно тестировать, какие клиники, какие услуги. Вот такой пластырь в Медлабе. Как я выбирал анализы? Да, в принципе, очень легко, как всегда, в Гугле запрос анализы Киев, вы видите в выдаче лаборатории, агрегаторы, клиники, видим популярные лаборатории, реклама, естественно, в самом начале. Вот мне было интересовал Соломенский район, поэтому я сразу в Гугле набираю Соломенский район. Опять же, реклама. Очень удобная по расположению, в принципе, выдача в Гугле. Поэтому есть разные агрегаторы. Ну вот, основные два это на Doc.ua и на 103.ua. На 103.ua мне, в принципе, выдача более-менее понравилась. Она более информативная. Она показывает сразу карту, она показывает все лаборатории рядом. Поэтому как бы я ей пользовался, честно говоря. На Доке я посмотрел, мне что-то именно интерфейсно не зашло. То есть мне было как-то немножко непонятно. Плюс я хотел именно лаборатории, но выдача, естественно, не только лаборатория. По поиску локации в Диле есть раздел «Наше отделение». И здесь я попытался найти, то есть я тоже, честно говоря, не знаю, как найти отделение ближайшее к твоей локации. То есть надо либо знать, что там находится это отделение на конкретной улице, вот, либо других опций в принципе нет. То есть точно должен знать, на какой улице находится отделение Дилы. Как его найти ближайшее к твоей улице, лично у меня не получилось. По поиску анализа на сайте Дила ты сначала выбираешь регион, город, дальше идешь в анализы. Как-то поиском у меня не очень получилось сначала, а потом начал искать по алфавиту. Дальше закидываешь его в корзину. Корзина лично у меня на десктопе крайне неудачно расположена в каком-то правом нижнем углу. Дальше ты должен по ссылке выбрать какой-то дополнительный преаналитический набор, который оплачивается отдельно. Тут у меня вообще ступор, потому что я не знаю, что выбирать полный. Поэтому, естественно, через онлайн я ничего не заказывал, шел просто напрямую. По поиску ближайшего ко мне лаборатории Медлаб тоже
Сразу я, честно говоря, не очень разобрался, где это сделать. Зашел в итоге в контакты. И здесь просто списком нашел, что лаборатория Медлаб есть рядом со мной. Но какого-то, опять же, понятного мне поиска ближайшей лаборатории ко мне я не нашел. С Медлабом по поиску анализа в пациентах, в анализах. Дальше есть какие-то опции в PDF искать, либо в алфавитном порядке. Я искал поиском, как-то у меня не получилось, у меня не загрузилась адресная строка. В алфавитном порядке на общий анализ на О я не нашел. Оказалось, что это анализ крови общий на А. Вот. Тут какие-то у меня были проблемы с этим, с поиском, но в конце концов поиск загрузился, я набрал, нашел анализ общий, выбрал его, то есть, точнее, нашел, увидел вот такую вот ссылку непонятную, тоже мне добавил его в корзину, в корзине его нашел. Дальше уже не стал оформлять, потому что все равно планировал это делать не онлайн. По Синева адресная строка поиска, ну, для меня это был самый быстрый поиск среди всех. Я его добавил в корзину. И дальше здесь увидел в корзине, что есть еще дополнительная оплата в виде взятия одноразовыми системами. И когда я пришел далее, я увидел довольно-таки серьезный список заполнения анкеты и не стал это делать онлайн. Честно говоря, я ожидал и такого же легкого Синева поиска отделения. Но тут у меня, опять же, может быть, я чего-то не понимаю или чего-то не нахожу, но по карте найти мне непросто. Есть опции классные по алфавиту и по загруженности, но как найти ближайшее отделение ко мне, к моему дому, я так и не понял. Наверное, этой опции просто нет. Опять же, ты точно так же должен знать, где ближайшее отделение Синева от тебя. С Синлабом было все довольно-таки просто. Пациентам выбрать анализы, естественно, в городе Киеве, вот какой-то перечень, естественно, пользоваться этим просто невозможно, найти анализ невозможно. В принципе, ничего другого я не ожидал. Но зато довольно-таки просто понять, где сдать. Всего лишь 7 адресов. Воздухофлотский 9 не близко, поэтому я выбрал эту лабораторию. По мобильным версиям сайта все выглядят адекватно, на всех можно спокойно серфить с телефона, все более-менее. Немножко мне в Синева не понравилось там, где ты в корзине какой-то не под экран, не подгоняется под экран картинка. Явным здесь преимуществом, на мой взгляд, является наличие удилы мобильного приложения, что сразу облегчает поиск, облегчает сам доступ к мобильной версии. По результатам. Интересная штука, я не знаю, навряд ли нормальный человек сравнивает результаты одних и тех же лабораторий, разных лабораторий по анализам. Но вот я выписал специально результаты тех лабораторий, которые я получил на одном из бланков. Наверное, или наверняка там недельные анализы могут отличаться, но вот интересно, насколько отличаются анализы ДИЛ и Синева с разницей там в полчаса, да? И вы сами можете видеть, вот Синева ручкой написано, потом еще Медлаб рядом. То есть анализы, я не знаю, какая должна быть погрешность, знают профессионалы, но вот ни один показатель не совпадает, на некоторых довольно-таки большая разница. Давайте просто посмотрим то, что критично у меня подчеркнулось в Синева, это эритроциты. Видите, 5,05, 5,02 в Синева, 5,05 в ДИЛе, но, то есть, наверное, правильные результаты, но интересно, что граничные показатели и в Синева, и в ДИЛе, они отличаются.
они отличаются. Вот, и не знаю, что с этим делать. И вот, допустим, средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах тоже мне было подчеркнуто. По Синева это 363, и это выше нормы. По Диле это 344, и это в норме. И вот моноциты у меня по Синева 12,4, это выше нормы. По Диле результат 8,8, и это совершенно в норме. То есть, как к этому относиться, я не знаю. По результатам медлаба они тоже, в принципе, плюс-минус все похожие, но эозинофил у меня тут выше нормы. По результатам медлаба до этого они все были в норме. И тоже довольно-таки большая разница в одну неделю. Скорость оседания эритроцитов тоже, наверное, разные способы оценки этой скорости, но они тоже все сильно отличаются. Вот такие вот результаты. Как врачи этим пользуются, сдавая, наверное, в 3 топовых лабораториях, или, наверное, самых популярных в Киеве, все результаты разные. Друзья, давайте финально, что получилось. Все лаборатории очень крутые. Все делают быстро. В основном там время пребывания в лаборатории 6-8 минут. Мне повезло, это время карантина, ни одного человека нигде не было. Все очень быстро, все очень профессионально. Время получения результатов, если ты задаешь с 8 до 9 утра, это от 16 до 17-18 часов. У меня так получилось. Может быть, загружена, не загружена лаборатория, сам не знаю. Если взять общее впечатление, я даже себе так сделал ранжировку. То есть Синева — это Макдональдс. Это вот Макдональдс. Стандарты, скрипты, автоматизация, каждый шаг, приветствие, прощание, заполнение анкеты, сдача анализов, скрипт перед сдачей анализов. Дила это, я бы сказал, KFC. KFC, то есть это все тоже стандартизовано, все чуть-чуть дороже, но как по мне, не робот, не автомат, да, не автомат. Со своей какой-то кухней. То есть, если в Макдональдсе, в Синеве кухни никакой своей не было, все было про клиента, в Диле уже какие-то детальки появлялись. Медлаб для меня получился, это такая пузата хата. Это вот наша лаборатория, наша местная лаборатория, где можно поговорить о чем-то своем, где можно поговорить при клиенте о своих каких-то проблемах, о своих, я не знаю, там, вопросах, о шефе, о работе. Но с точки зрения процесса, анализы, быстрота, заполнение анкеты, все везде идеально. Но вот такое в голове у меня ранжировка сложилась. Что бы я выбрал? Самое близкое ко мне Синева, к счастью, к сожалению. Вот, наверное, если мне понадобится сдать кровь Синева. Хотя в Синева мне немножко непонятно по результатам, потому что они выбивались от других лабораторий типа Дила или Медлаба. Вот такие мои общие впечатления. Поэтому, если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, задавайте свои вопросы. Будем снимать следующие видео.